мы решили провести круглый стол, первый круглый стол. Он как бы такого своего рода пилотный круглый стол. Межнациональные отношения, состояние в современной России. Почему эта тема выбрана в рамках круглого стола? Ну, я позволю себе на правах ведущего несколько слов сказать. Вот. И я хочу сказать, что, на мой взгляд, тема межнациональных отношений, она самая острая, самая серьезная, самая проблемная, как бы ни говорили, что это не проблемная тема. Она очень для нас животрепещущая, она задевает всех и каждого в том или ином качестве. Она касается непосредственной власти, потому что власть государства отвечает за национальную политику. Она, значит, касается всех народов, которые живут на территории нашей многонациональной страны. Вот. И когда мы видим последние вещи, которые происходят, а я беру не то, что в массовом сознании происходит, а я беру просто решение государственной власти, поскольку журнал близок к властным структурам, поэтому, вот казалось бы, смотрите, состоялось заседание Госсовета по национальным отношениям в Уфе. Что произошло дальше? Какие-то шаги действенные пошли, вот прошло, какие-то вот моменты пошли. Ну, на мой взгляд, я здесь все обменяемся мнениями, на мой взгляд, очень слабо. Вот. Поэтому, собственно говоря, с Мамой Нурмагомедовичем мы решили провести этот круглый стол, потому что проблематика, она как бы затрагивает всех и каждого, и она очень беспокоит. Число людей, которые считают, что русские должны иметь больше прав, чем другие, как коренные непосредственно государствообразующий народ, увеличилось. Если в 2009 году было 26% так считало, то в 2011 39%. Это официальные вот названные данные. И второе, число людей, которые считают, что Россия общий дом, и где все должны иметь равные права, снизилось. В 2009 году так считали 61%, в 2011 46%. То есть мы видим, что проблемное поле нарастает. Я считаю, вопрос межнациональных отношений сегодня в России касается каждого. И тот человек, который думает, это его не коснется, он глубоко ошибается. Как я, как гражданин России, как я живу сегодня. Я утром включаю телевизор, смотрю программу «Время, что происходит в Дагестане», и вечером сижу под напряжением, как бы ничего не случилось, пока дети придут домой. Да? Как бы вы проблему не укутывали дипломатическую оболочку, проблема не решается. Чтобы вы знали, сегодня 30-35 до 40 человек каждый месяц на национальной почве увозят трупы в Таджикистан, на Кавказ и регионы России. Притом, мы сами были все очевидцами, когда обычная бытовая трагедия, которая в процессе драки умер человек, мы все сочувствуем, как никто я, потому что это коснулось лично меня. Я также потерял 20-летнего сына, мальчика своего. И все были очевидцами, когда общество практически разъединило на два фронта, готовы были друг друга уничтожить. Мы все наблюдали буквально в недавнем прошлом такую ситуацию. Теперь касаясь, вот мы провели определенный анализ, притом достаточно высокого уровня интеллектуально развитых людей, и это происходило в течение 1,5 месяца, и задаем вопрос, как вы вообще воспринимаете вопрос межнациональных отношений в России, проблемы межнациональных отношений? И что вы думаете? Ответ какой? Профессиональных людей, которые занимаются этой тематикой, они говорят, проблема русских и нерусских. Вы представляете, какое ошибочное мнение у людей, специалистов, которые интересуются этой проблемой? Возникает один очень интересный вопрос. Ущемление или русский? Да, ущемление. А возникает проблема, параллельный вопрос. Виноваты ли в этом другие нации? Я считаю, нет. Они не меньше ущемления, если не больше. Да? Всю историю в России, она постсоветской и до советских времен были свои плюсы и свои минусы. Но центром объединения и стержнем государственного устройства всегда являлся русский народ. Я, как кавказец, только благодарен русскому народу. И я жду
активное участие, самое активное участие русского народа в строительстве своего государства. И все мы готовы его поддержать. Мы проводили исследования и на Кавказе тоже. Да, есть негативные отклики, есть негативные люди, они везде есть. Возникает второй вопрос. Есть ли проблема на Кавказе в Москве? Есть. Неправильно себя ведут, но параллельно я не хочу отвечать за тех, которые неправильно себя ведут, уродов, которые находятся здесь. Агрессия не должна быть однозначно обозначена на весь народ. Теперь возвращаясь к оттоку русского населения. Вот тут я готов спорить с любым человеком, любым специалистом. Отток русского населения параллельно происходит с Кавказа, не только русского населения, и местного коренного населения тоже. С чем было это связано? Первый отток у нас была основная причина Чеченская война, и параллельно равной этой причине была следующая ситуация. Когда начался процесс приватизации заводов, фабрик и производственных площадей, местные руководители начали менять, назначать своих людей на должности. Здесь мы не должны ничего скрывать. И то, и с другой стороны, поскольку вопрос независимо от нас иногда возникает в таком аспекте. Да? А русские люди на Кавказе были основными главные инженера, директора заводов и специалисты. Как только лишились рабочих мест, потихоньку начался отток. А это, не вникая в суть проблемы, на высоком уровне в Москве рассматривают как ущемление русского народа. Никакого ущемления русского народа в Дагестане, вот поскольку я сам дагестанец, я не вижу. Проблема есть на микроуровне. Говоря о микроуровне, я хочу пару минут остановиться на тех проблемах, в частности Дагестана. Аварцев с кумыками, кумыков с лакцами, лакцев с чеченцами, в общей сложности дагестанцев с чеченцами, и вот так дальше можно распространить. А как раз таки с русскими проблем я никаких не вижу. Эта проблема не случайно обострилась, и не случайно его провоцирует. Основой национальной безопасности любого государства является внутренняя политика. А основой внутренней политики является гражданское общество. А не имеет гражданского общества, где мы все свидетели очень остаются пожелать лучшего в России, мы не можем строить государство. У меня такое ощущение, что у нас власть отдельно, а народ отдельно. И любой человек, который поднимает эту проблему, навешивает на него ярлыки. В частном, в данном случае я говорю о своей республике, хотя я живу в Москве. И вот ситуация лично у меня сложилась так. Когда на меня смотрят люди, которые меня не знают, меня смотрят на меня как на кавказца. А когда я лечу на мою малую свою родину, меня считают чуть ли не как на предателя руководства республики. Возникает следующий вопрос. Сегодня на Кавказе призыв остановлен. Единственный регион, где прирост населения сегодня, это Кавказ, Северный Кавказ. Дагестан. До последних времен я был зампредом Комитета обороны России, членом Комиссии национальной безопасности и секретной части. Мы изучали вопрос. Москва, 11,5-12 миллионов населения, давали меньше призывников, чем Дагестан. Прирост населения сегодня в Дагестане 39-41. Вот, в пределах численности населения каждый год. И в то же время берем 50% мальчиков. То есть 20 тысяч человек каждый год, и некуда идти. Работы на местах нет. Бюджет проходит, как проходит. Кричим, пищим, доводим, стучим, никто не слышит. Теперь возникает вопрос, а куда этим детям деться? Приезжают в Москву в поисках работы. Значит, к кавказцам не обращаться, работы Кавказу нет. Тогда же надо определить. Все говорят, каждый день, каждый час по всем новостям руководство страны объявляют борьбу с коррупцией. Все говорят, надо бороться с коррупцией.
Только единственный один вопрос постоянно напрашивается. Кому надо бороться с коррупцией? Кому? Каждый день у нас принимают, практически каждый через день принимают десятки законов. Да? В любом государстве, если закон не исполняется, как вы его не ужесточали, результата не будет. Получается круговая проблема. Народ живет отдельно, правительство отдельно. У меня такое ощущение, обращение народу, у меня интересные высказывания позавчера моего друга. Власть хотят, чтобы народ делал то, что они говорят, но не то, что они делают. То есть, когда народ, видя, что происходит, в какой форме, вчера показывали губернатора, который поехал чартерным рейсом, отмечает день рождения, озвучивает, показывает. Зачем это озвучивать народу? Разберитесь, чтобы они, наведите дисциплину, чтобы они не ездили. Теперь у меня аналогичное выступление вчера прошло по телевидению Дагестана. Я задаю вам вопрос. Генеральному директору телевидения. Скажите, пожалуйста, в Махачкале есть русская мафия? Он говорит сразу, вот смотрите, что происходит. Как только сказал русской мафии, это образованный, очень талантливый человек, сразу у него говорит, а это слишком громко сказано. Он сразу понял, куда я клоню. Хорошо, говорю, как вы обозначите? Группировки. Я говорю, а в Махачкале есть русские группировки? Он говорит, нет. А почему должны быть в Москве? Ответа нет. То есть мы вносим сейчас какое предложение? Поскольку мы, когда говорим о проблемах тут или там, возникает разделение лагеря на два фронта. Значит, мы решили так вести работу от политического движения «Россия многонациональная». Дагестанский культурный центр и Дагестанское постоянное представительство, они непосредственно сами озвучивают проблему и сами говорят фамилии, делают представления или какие-то письма в села. Мы решили провести определенный информационный сайт по тем негативам, которые происходят. В этом случае есть резон какого-то взаимопонимания. А в том случае, что сегодня провоцирует, для чего это провоцирует, я уже прекрасно знаю, я 2 минуты еще. Провокация это именно происходит в процессе, когда начинаются какие-то выборные процедуры президента и парламента. Очень интересная ситуация складывается, обозначает внизу проблему, пускай между собой грызутся, а мы здесь наверху свои дела сделаем. Это первая часть проблемы. Вторая часть проблемы. Да, мы уже убедились, видели, когда американские посольства, хождение в этот период проблем на улице, хождение депутату Государственной Думы. Я говорю, депутату Государственной Думы России. А какая разница, какой партии они не принадлежат? Никаких мер не принимают. Какая фракция, какое имеет значение? Это Государственная Дума России. И то, что с Грузией мы получили определенный урок, кто мог подумать в жизни, что Грузия попытается стрелять по российским миротворцам? Сами же их туда вовлекли, я это знаю, я присутствовал в этих переговорных вопросах. Чтобы вы знали, до тех пор мы не озвучили, 102 миротворца погибли, огласку не давали, чтобы не осложнять отношения. 102 миротворца погибли, помогая соблюдать мир между грузинами, абхазцами и осетинами. Но мы, российское государство, молчало, чтобы не обстрелять. Теперь идет процедура ввода бизнесменов и финансирования по Кавказу проектов Лондона и Израиля из Америки. А для чего это делается, мы прекрасно знаем. Поэтому пока мы не наведем внутри сами, без участия каких-либо сил, свой внутренний порядок, пока мы не поймем друг друга, что это одно цельное тело, Россия одно тело, и основным мозгом и движущей силой является русский, у нас экономические проблемы окажутся очень мелкими, очень непроблемными по сравнению с тем, что может быть.